Вы даже не представляете, какой тайный мир скрыт за завесой Северной Кореи. Сегодня вы увидите шокирующие кадры, которые удалось тайно вывести из страны, где фотография — это не просто искусство, а опасное приключение. Эти снимки приоткрывают мрачную завесу над повседневной жизнью, в которой люди живут совсем не по своему выбору. Это мир, где свет и тень переплетаются в невозможной игре выживания. Приготовьтесь, потому что впереди вас ждут откровения, которые заставят задуматься о настоящих границах свободы. Это истории, от которых мурашки бегут по коже. Эрик Лаффорг – один из немногих, кому посчастливилось увидеть Северную Корею своими глазами. Но он хотел большего – заглянуть за кулисы и показать жизнь людей, которые не находятся под пристальным взором властей. «Мне не разрешали фотографировать полицию и армию», – рассказывает Эрик. What? Он сделал тысячи снимков, запечатлев на них обычных людей и представителей власти. После того, как Лаффорг вернулся из своей 6-й поездки в Северную Корею в 2012 году, правительство узнало о его деятельности и потребовало удалить фотографии. «Я отказался. Я показываю все стороны Северной Кореи, как и в любой другой стране, которую я посещаю. Я не собирался делать исключения, и им это не понравилось», — вспоминает Эрик. Вскоре власти Корейской Народно-Демократической Республики запретили Эрику пересекать границу их страны. Эрик Лаффорг был заинтересован в том, чтобы показать повседневную жизнь обычных граждан Северной Кореи, а также взаимодействие между людьми и представителями власти. Во время своих поездок он проводил много времени, общаясь с местными жителями и делая фотографии, которые отражали реальность жизни в этой закрытой стране. Когда я приезжал на семейные ужины в сельскую местность, то мог часами общаться с местными жителями, благодаря моим помощникам. Они рассказывали мне о своей жизни и мечтах. Эти разговоры позволяли Эрику лучше понять культуру и обычаи Северной Кореи, а также увидеть, как живут люди за пределами крупных городов. Деятельность Эрика Лаффорга, как фотографа и исследователя, представляет собой важный вклад в понимание повседневной жизни в Северной Корее. Его работа позволяет увидеть эту страну с другой стороны, за пределами официальных представлений и стереотипов. Страна, окутанная завесой тайны и словно застывшая во времени, Северная Корея. Попасть туда может далеко не каждый, а любая информация тщательно контролируется. Но фотографу Михалу Хуневицу удалось пробраться в эту загадочную страну и запечатлеть повседневную жизнь ее обитателей. Для этого ему пришлось пойти на риск и даже тайно вывозить сделанные снимки. Михал смог ускользнуть от своего сопровождающего, больше напоминающего охранника, и сделать эти уникальные кадры. Михал сумел запечатлеть на камеру то, что государство так старательно прячет от чужих глаз. «Мне пригрозили арестом, если найдут такие фото. Вы сделали много снимков? Слишком много», — сказал мой гид. «Но я все же смог вывести их из страны. Это было очень волнительно», — вспоминает Михал. В Северной Корее люди вынуждены продавать отходы, которые потом используются как удобрение. Путешествия для местных жителей возможны только в пределах страны и только с разрешения властей. Жизнь в Северной Корее полна ограничений и запретов, и каждый шаг граждан строго контролируется государством. Фотограф Михал Хуневиц смог увидеть и показать нам другую сторону этой загадочной страны, где повседневная жизнь людей скрыта от посторонних глаз. Его работа позволяет нам лучше понять, как живут люди в условиях жесткого контроля и ограничений. Северная Корея остается одной из самых закрытых стран мира, и информация о ней часто бывает ограниченной и искаженной. Фотографии Михала Хуневица дают нам возможность увидеть реальную жизнь в этой стране и задуматься о том, насколько важно иметь свободу слова и передвижения. Михал с уверенностью рассказывает о том, что их пребывание в Северной Корее было похоже на гениальную инсценировку. «Мне кажется, что все было спланировано и подготовлено заранее, потому что других поездов в этот день не было. Так что эти элегантные путешественники, скорее всего, появились здесь не просто так», — поделился мужчина. «В столице нас встретили гиды, которые сопровождали нас на протяжении всего пребывания и говорили нам, когда ложиться спать и когда вставать. Забавно, что в отеле официально нет 5-го этажа. Подняться туда можно только по лестнице», — вспоминает фотограф. «Что же там находится? Двери почти всегда закрыты, но если вам удастся туда попасть, вы увидите место, увешанное пропагандистскими плакатами. Некоторые считают, что этаж используется для слежки за гостями. Михал почти не общался с местными жителями, большинство официанток казались ему испуганными. Спешу добавить, что те, кто имеет право жить в Пхеньяне, являются привилегированными людьми. Они носят значок, который нельзя купить». Жизнь без электричества? Кажется, что в нынешнее время это только байки из прошлого, но для Северной Кореи это реальность. Лаффорг рассказал, что гиды с радостью наблюдают, как туристы фотографируют детей за компьютерами. Они хотят продемонстрировать всему миру, что Северная Корея не отстает от современности. Но стоит им заметить, что компьютер выключен из-за отсутствия электричества, они тут же просят удалить снимок. Фотографии солдат делать крайне нежелательно, поэтому такие снимки просят удалять сразу. В интернете можно найти фотографии мужчины, собирающего траву.
Эти кадры попадают в западную прессу с заголовками о том, что жители Северной Кореи едят траву из парка. What? Чтобы не поддерживать этот миф, гиды запрещают делать подобные снимки. Также запрещено фотографировать людей с явными признаками истощения и недоедания. Только в последние годы на дорогах стали появляться машины. Дети до сих пор играют на центральной магистрали, словно у себя во дворе. Метрополитен считается самым глубоким в мире, ведь его проектировали не только как транспортную систему, но и как бомбоубежище. В Северной Корее рисовать на стенах разрешено только тем художникам, которые получили специальное разрешение. Прежде чем рисунок будет завершен, его нельзя фотографировать. Нельзя делать снимки людей, которые дурачатся или шутят, если в кадр попадают изображения политических лидеров. Во время посещения дельфинария можно фотографировать дельфинов, но запрещено снимать солдат. Если чиновник заснул во время службы в церкви, и вы это сняли, фотографию потребуют удалить, потому что показывать чиновников в невыгодном свете запрещено. Есть дома в сельской местности, обстановка в которых гораздо богаче, чем в других. В такие дома часто приводят туристов. Но детали могут рассказать о том, насколько тяжелая жизнь у этих людей. Например, в домах нет водоснабжения, и ванну используют для хранения воды. Дети из бедных семей вынуждены тяжело работать, но их труд нельзя фотографировать. Армия Северной Кореи – одна из самых больших в мире, но солдатам чаще приходится заниматься не военной подготовкой, а черной работой. Фотографировать в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей несложно, но если подойти к солдатам слишком близко, они вас остановят, рассказывает фотограф. По его словам, за пределами Пхеньяна и других крупных городов местным жителям приходится нелегко. Жизнь во многих частях Северной Кореи сурова и далека от западных стандартов, делится он своими наблюдениями. В Северной Корее также запрещено фотографировать солдат на отдыхе. Власти страны не любят, когда их солдаты запечатлены в расслабленном состоянии. Однажды фотографа приняли как почетного гостя в маленькой рыбацкой деревушке, где никогда не видели мобильного телефона. Местные жители целыми днями ловят рыбу и выращивают водоросли. Даже при такой трудной жизни они говорили мне со слезами на глазах, что уважают своих лидеров, даже если иногда им не хватает еды, вспоминает фотограф. Жители Северной Кореи едут в деревню для выполнения общественных работ. Раньше власти считали такие кадры позитивными, но теперь они понимают, что мы видим в них подтверждение принудительного труда. Мы были в художественной галерее Пхеньяна, когда внезапно отключилось электричество. В таких случаях говорят, что виноваты американцы. С момента своего основания в 1945 году КНДР присоединилась к социалистическому лагерю. В сталинскую эпоху получили широкое распространение практики тоталитаризма, что и стало одной из причин формирования тоталитарного режима в Северной Корее. Тоталитаризм представляет собой систему политической власти, при которой осуществляется контроль над всеми аспектами жизни общества – политикой, экономикой, социальной сферой и культурой. Он также характеризуется наличием единственной обязательной идеологии – сращиванием партии с государственными структурами и формированием культа личности. Сегодня Северная Корея является ярким примером современного тоталитарного государства. Научные дисциплины, такие как политология и экономика, описывают КНДР как строго централизованную политическую систему с отсутствием рыночных механизмов в экономике. Любопытный факт. Лидер Северной Кореи. Ким Чен Ын имеет довольно своеобразные привычки. Хотя официально все западное в стране под запретом, это не касается представителей политической элиты. Глава государства не прочь порадовать себя импортными товарами и развлечениями. КНДР представляет собой не просто тоталитарный режим, а полноценную тоталитарную систему с уклоном влево. Это связано с влиянием Советского Союза на формирование Северной Кореи. Подводя итог, можно сказать, что КНДР – это современный тоталитарный строй левого направления, обладающий всеми классическими чертами тоталитаризма – культ личности, контроль над всеми сферами жизни, единая идеология, и являющийся одним из наиболее антидемократических режимов. Я не могу предоставить достоверную информацию о том, почему запрещен вывоз фотографий из Северной Кореи, так как эта информация может меняться со временем. Причины запрета на вывоз фотографий могут быть связаны с государственной политикой в области информации и культуры. Правительство Северной Кореи стремится контролировать распространение информации о стране, чтобы сохранить свою власть и идеологию. Фотографии могут содержать информацию о жизни людей, культуре и политике, которая может быть использована против правительства. Кроме того, фотографии могут стать источником вдохновения для людей за пределами Северной Кореи. Они могут увидеть жизнь в этой стране и сравнить ее с жизнью в своих странах. Это может привести к критическому мышлению и вопросам о политике правительства Северной Кореи. Также стоит отметить, что запрет на вывоз фотографий может быть связан с экономическими интересами правительства. Северная Корея стремится сохранить свои культурные ценности и традиции, которые могут привлечь туристов и инвесторов.
Запрет на вывоз фотографий помогает сохранить контроль над информацией о стране и ее культуре. Однако запрет на вывоз фотографий также вызывает критику со стороны международного сообщества. Многие считают, что этот запрет нарушает права человека на свободу слова и информации. Также запрет может препятствовать развитию туризма и культурного обмена между Северной Кореей и другими странами. В Корейской Народно-Демократической Республике существует развитая киноиндустрия, которая производит фильмы в духе социалистического реализма с корейской спецификой. Помимо полнометражных фильмов, в КНДР также создаются мультипликационные картины. Утверждается, что северокорейские аниматоры нередко выполняют заказы для европейских и американских студий. Вау. В стране популярны как традиционные корейские виды спорта, так и многие западные. Жители Северной Кореи увлечены физической культурой, и государство поддерживает развитие спортивных дисциплин. С 1975 года в КНДР осуществлен переход к всеобщему обязательному 11-летнему обучению, включая одногодичное дошкольное образование. Это позволяет обеспечить высокий уровень грамотности среди населения. В сфере высшего и среднего специального образования преобладает подготовка по техническим специальностям. Крупнейшее высшее учебное заведение КНДР – университет имени Ким Ир Сена. Здесь обучаются будущие специалисты в различных областях науки и техники. Экономика страны представляет собой смешанную систему с большой долей государственного вмешательства. Особенностью является изолированность от остального мира. И поскольку с начала 60-х годов КНДР не публикует никакой экономической статистики, все данные о ее экономике основаны на внешних экспертных оценках. КНДР представляет собой уникальное государство со своей специфической культурой, образованием и экономикой. Несмотря на некоторые ограничения, страна продолжает развиваться и укреплять свои позиции на мировой арене. Запрет на вывоз фотографий из Северной Кореи является сложным вопросом, который требует более глубокого изучения. С одной стороны, он может быть оправдан государственной политикой и экономическими интересами. С другой стороны, он может нарушать права человека и препятствовать культурному обмену. В любом случае, этот вопрос требует внимания и обсуждения со стороны международного сообщества. Надеюсь, из этого ролика вы узнали много нового и интересного. Хотите удивлять и радовать людей? Присоединяйтесь к нашей команде. Мы создаем контент, который вдохновляет. Если вы умеете монтировать видео, озвучивать ролики или писать интересные сценарии, будем рады видеть вас в команде. Пишите нашему телеграм-боту и давайте делать мир ярче вместе.